Доброго времени суток всем, уважаемые подписчики и зрители, с вами Алексон. И сегодня у нас финалка в прохождении игры BioShock Remastered. Так, но перед тем, как пойти на полигон, я бы хотел пробежаться по местам боевой славы. Вот тут у нас неукомплектовка. Забрать. Дальше. Насчет ключа тоже. Затею понял. Мне нужен генный банк. Ну и смотаемся в Форт Веселый. А также в пентхаус Олимпа. В гости к Сандеру Коэну. Блин, столько бронебойных. Паскудство. Ужас. Жадность, она самая. Сейчас опять жадность будет, видимо. Ну-ка. Уйди. Ну вот, обойма лишняя. Поставил же ж. Жиш. Черт с ним. Так, все у нас. Все укомплектовано. Тут что? Так, все нормально. 2 унции не хватает, безобразие. А вдруг этих... Вот именно 2 унций не хватит, чтобы завалить фонтейн. Блин, тебя выкинуть никак нельзя? Безобразие. Мешает. Тут тоже все нормально, оставь меня. Дальше. Тоже все. Что за звуки? Ну и тут. Все нормально. Противопехотные, противопехотные. Успокойтесь. Бронебойный в этой игре, я так понял, только для механических устройств и больших папочек. Валить живую силу ими как-то... Это тебе не игра, сталкер. Ну или разбивать замороженные фигуры. Ого, бронебойными. Ладно, пусть будет. Все, пошли. Теперь мне надо сбегать в то помещение, где были палаты маленьких сестричек. Да. Кто сагрился? Что такое, Мэри? Неважно, забить. Голова кружится, подскакивает, а временами ничего на самом деле. Дурью маешься. Прикидывайся бананом. Ага. Нормально. Один большой плюшевый медведь, и стрелка как и не было. Очуметь. Красота. А я там трачу боеприпасы и плазмины. Воу. Легко не принужден. Тут еще и второй валяется. Так, ну здесь, конечно, ничего нету. Там только тройной деколон стоит. Кофеек. И все. Ну, мне все равно не смешно. Паскудство.
До свидания. Стоит тут, подглядывает извращенец проклятущий. Сука полна. Нет бы маленькими медведями так убивать. Больших папочек с одного удара. Я размечтался. Не, ну Фонтейн, гад, там кидался конструкциями. Здравствуйте, коллега. Вот тут я не был. Не нам меня пугать. Я пришел с миром, плюш. Так, камера. Работаешь с меня. Ну. Надя. Смотрим. Возьми да не трожь. У меня там гипноз папочки оставался и маркер безопасности. Сейчас сюда залезешь, и автоматически что-то из них сюда залезет. Будет мне только мешать. А так я владею тем, что мне надо. Все, больше ничего не надо. Тут. Вот это точно не надо. Меня принимают за своего. Все, убирай. Давай поставим. Симулятор ЗОЖ. Здесь поднимает Еву, прямо аж зашкаливает, да? Ага. А здесь Ева и здоровье. Вот пусть вот это остается, а вот это можно убрать. Ну, давай тоже поставим. А больше выбирать нечего. Жрать я там не собираюсь на полигоне. Бегать буду зато как ведьма на метле летать. Чу. Почему эти не плюсуются? Слегка повышать. Я хочу, чтобы 10 плюсов было. Это почему тоже? Странно. Все покачано, да пока пусть. Так, все. Здесь все. Инженерно. Нет. Нет смысла ничего здесь менять, пусть так и будет. Хотя... Сигнализация. Чертям. Пусть так все и будет. Бой-бой. Блин, тут все надо. И еще бы надо. Я, допустим, еще бы не поставил. Но вот этот, смотри, крадущийся гаечный ключ. Это же для стелса. Для ничего не подозревающего противника. На полигоне все будут меня подозревать. В махинациях крупного размера. Ну, давай уберем его. Там не до стелса будет. Что поставим? Человек-огонь. Можно его поставить. Так, поле заморозки. Удар гаечным ключом замораживает. Конечно, это хорошая идея. Но они ж меня там будут давить количество. Я ж не буду за каждым бегать с гаечным ключом. Пока буду бегать, они сестричку порвут там. Ставь Человек-огонь 2. Давай, черт с ним. Так, ну все. Вот у нас тоник. И здесь у нас фантом. Папа Сушок, пожалуйста, я не хочу на стол! Папа Сушок наказан другим папой. У нас обеденный перерыв вообще-то. Вон с моей сцены. Я сейчас покажу. А ты особенный?
Да не буду на тебя его тратить, иди. Сейчас тебя порву. У нас тут бактерия с Томпсоном. О. Слушайте, ну нифига себе Карлсона выносят, да? Вы видали? Почему мой Томпсон так не выносит? Безобразие. А можно взять Карлсона и бегать с ним? Я думаю, больше пользы будет, чем от моего пистолет-пулемета. Паскудство. Не хочу. Медвежатник 2. Отлично. Под занавес игры нужный тоник. Спасибо. Лучше бы кровожадность с 3 плюсами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да хватит подбирать эту херотень, пошли. Опять? Вам туда. Не поместился. Кому там сердце вырвать? Кто у нас тут умничает? Сейчас ты дождешься, сейчас. Мать, чё не мешай. Ладно, хватит их фигачить. Это, конечно, забавно. Пошли, все. Бывай. Так, что мне надо? Мне нужна батисфера и отправиться в Форт Веселый. Амортизация. Так, Тенебан, давай. Прокудахщ что-нибудь. Тебе надо выманить их из укрытия, и тогда они пропустят тебя в дверь. Давай, стукни по люку гаечным ключом. Я уже настучал по кумполу. Не буду я стучать. Все, погнали. Вода пропадала. Отстань от меня! Ну и чего же ты ждешь? Давай, стукни по люку гаечным ключом. Ты погляди, а. Так, Форт Веселый, погнали. Ставка 10. Слышь, что меня ожидает впереди? Итак, ты уже выбрал себе конец? Да! Сегодня действительно конец еще тот. Путь в восторг стал для меня вторым. Не трещи. Так, В 1919 году я обитал. погнали в этот публичный дом. Стриптиз-бар вообще-то. Тихо. Какого черта? Бля, вы посмотрите, что тут творится. Вся моя работа. Все коту на смарку. Во паскудство.
Сандер накрылся той квадриптик. Безобразие. Так, погоди. Как бы мне поближе? Стальман меня починит. Непременно. Всё будет А, я ж не работать. так поднимаюсь. Я ж не туда иду. Вот. Сначала светлый волос, потом подкоплю. Ну... Примерз, что ли? Слышь ты, Хектор, алкоголик, я ж за ним тогда рванул. А про дневник его забыл? Вот он, гад, лежит. Вот же ж паскудство. Что он там? Знаешь что, искусство, музыка, поэзия — это все просто отмывание денег. Коин вертит Райаном как хочет, а все почему? Потому что он говорит ему то, что тот желает услышать. Воспрянь, восторг, воспрянь! Бред. Эта чушь устарела, прежде чем Сандер ее написал. Но с меня хватит, и пусть теперь этот старый кретин попробует меня тут удержать. Все. Родригес сбушевался. Понимаешь? Так, что коктейль ты творишь. Так, теперь что мне надо? Правильно. Пентхаус Олимпа. Больше тут делать нечего. К Сандеру Коэну в гости. Враг оповещен. Хрена не. О! Вот автозвуч. Ах, сюда. Сандер, хорошее заведение было. Он в аду новое откроет. Рогатые зайки с вилами. Так, площадь Аполлона. А, да, площадь Аполлона мне надо. Только так я доберусь. Ну, погнали. Черт. Слушайте, ну откуда я знал, что Steam последователи Сандера Коэна? Окажется, он тоже заинтересован в фотографиях мертвых тел. Ачивка есть. Сфотографируйте тело Сандера Коэна. Steam как понапридумывает. Вот стой, хоть падай. Лезь. Ну быстрее, там уже Тенебам 85-летие справляет. Я куда взлетаю? Вот один единственный дневник пропустил. Внимание! С четверга вводится новый... Увлекся погоней. Так, мне надо... Мне надо, погоди. Правильно, и на площади... Это площадь. Хаоса. Слушайте, ну вот простой пример. Игра BioShock. Папочка бегает под этим вот возвышенностям.
холмы, ямы. Не спотыкайся. Игра Сталкер. Мать его идти. На каждой кочке этот сучий главный герой. Спотыкается, чуть ли не падает. Нахера такое делать? Смотри, спокойно бежит человек. Вернее, нет человек, но он бежит. Там ямку поймал, все, споткнулся. В холмик влетел, все, уже на коленках дальше бежит. Твою мать. Пошли. Коэн, мы к тебе снова в гости. Паскудный стрелок. Да сколько? Где ты? Вернись. А, все. За свое, Мэри. Слушаешь глупые сплетни. Служба безопасности просто согнала туда всякое. Ну-ка. Ага, дудки. Блин, я думал, старые плазмиды нет. Они переписываются новыми. Печально. А, допустим, взять... Можно было, если была такая возможность, пчелы второго уровня и третьего приплюсовать. Чтоб и то стояло. Получается, только тоники могу смешивать друг с другом. Плазмиды пролетают. Ой, да ну вон нафиг. Я там быстро. Забегу. Фонтейн, здоров, привет, и побегу дальше. Так, а сюда? По-моему, не сюда. Нет, сюда почему-то. Разве? Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади колонны. Да ну их нафиг. Сколько тут всего осталось? Порвать! Ага. Блин, он уже копченый. А вот тут, смотрите, Карлсон как-то неохотно его выносит. Они чем-то отличаются, эти стрелки, на уровне? Да прекращай. В морячке, толстожопые. Сколько тут все валяется? Тут уже брать некуда. Ай, аптеку сломали, сволочи. Что ж, получается, стрелок-доктор в детстве болел. А эти закаленные морем. А это чем закаленная? Мужиками. Да, было весело. Это закаленная мужиками. Так, все, хватит. Сандер. Успокойтесь. Хузайн! Ты там спишь? Можно тут поиграю? На твоем клавесине. Сейчас он опять проснется. Какого хрена? Спать не даю. Дай. Че, реально вы за эту херотень дадите ачивку? Дайте, слушайте, он над столом. Да, это пламя. Уи, обалдеть.
Блин, в шлеме только фотографировать. Это вообще картинка сожрана. Нормально. Щелкни. Я потом посмотрю. Что, точно ачивку дали, что ли? Тупец какой-то. Ой. Все. Ну, типа того. Погнали. На полигон. Развлекаться. Значит, что нам нужно будет? Электричество, заморозка, пчелы. Огонь. Да все нужно будет. Ладно, погнали. Блин, обычно. Ну, бывай. Там уже Тененбаум 105-летие справляет свое. Где этот грешник? Псевдогигант. Ноги не болят? Так-то потихо. Так, мне значит снова площадь Аполлона, да? Да, там берешь бодисферу и валим. Погашение долгов. А я до этого не знал, зачем мне этот телекинез. Я думал просто гипнотизировать. Да нормально бегает, вообще красота. Да ничего. В медных ботинках и спокойно бегает. Его свет сияет. О, погоди. Сюда. Да. Метро. Эксодус. И что мне за это было? А? По башке сейчас получишь, узнаешь, что за это будет. Сволочь. Я и К центру земли. Блин, я же черт где нахожусь, они все стреляют. Там наверху рикошет до меня долетает. Вы все возлеживаете здесь? Да, на все. Потом. Тененбаум! Все. Давай, приступим к экзекуции. Ага. Могут лечиться в медпунктах. Мы уже это наблюдали, как они лечатся в медпунктах. То левые медпункты, наверное. Частные. Не государственные. Все, я уже несусь. Вот прям стекло. Вылез. Ничего нет. какая ложь. Да иди ты нахрен. Величайшая из возможных. Какой Пусть это третица. Сейчас Тененбаум будет говорить, винегрет получится. Рабство? Геноцид? Геноцвали. Диктатура? Нет. Это орудие, породившее все прочее зло. Пошел в жопу. Альтруизм. Ать! Осторожней. И прошу тебя, для меня это очень важно, чтобы ты был с девочками помягче. Мои кляйные малышки. Кто бы со мной был помягче? Ты рычишь.
Драная пантера. А может, она не драная, поэтому и рычит. Мутанты меня обижают. Да? Ну, я же защитник. Юная леди пропускает кавалеров вперед. Спасибо. Сейчас начнется. Быстрее, быстрее. Не отставай. Шевели батонами, мистер Баббс. Давай, 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 давай. Отел, 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 отел. Чего их такими болтливыми сделали, этих сестричек? Малышки отведут тебя к фонтейну, Копайтесь, мистер но ты Би. должен их оберегать. Ангелы не ждут, капуш. Ща начнется. А дядя Фонтейн выйдет гулять? Живей, живей, мистер Би. Нельзя терять время. Вот так, парень. Путь был долгим. Я хочу... Большую часть ты даже и не помнишь. Тебя еще младенцем засунули в субмарину. Быстрее, быстрее, мистер Бабблс. Да что будешь делать, где моя хворостинка? Ты погляди, их тенебам воспитал, а? Быстрей, давай, скорей. Чувствуется, Быстрее, мистер чувствуется. Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Ой, иди давай. Девочку мне подменили. Они все время меняются. С переходом на этот уровень. Пора идти, мистер Би. Так, тихо. Коллега тренируется. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Ай! Хнык. Живей, живей, мистер Би. Нельзя терять время. Фонтейн. Я и правда развел тебя насчет жены и ребенка. Ох, бедный мой Копайтесь, мой. мистер Би. О, Ангелы мой не ждут, несчастный капуш. малыш Патрик. Может, когда-нибудь я и заведу себе семью. Тот-то будет потеха. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Ну, понеслась. Так, пока автозлом не трогаем. На третью атаку оставлю. Там будет весело. Пока что так будем справляться. Тут пока легко. На, держи. Ну, не дотяну. Тут нужно начинать выпендриваться, да? Тут нужно начинать выпендриваться. Да нахер. Простите? Я сейчас прощу. Быстрее, быстрее, мистер Бабблс. Поставь здесь. Кто там? О, Знай. мистер Би, мы выиграли. Посмотри на них. Даже хотя физически им больше не нужно заниматься сбором, ментальные путы сушонга все еще действуют и заставляют их выполнять эту ужасную работу. Эти грехи нам никогда не забыть. Это был красивый ангел. Пора идти, мистер Би. Это там, как Ты мне приснился? Шестюкла — это ему. А, блин. Ничего. У него печальный вид, мистер Би. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Я хороший человек, мистер Би. Это был красивый ангел, мистер Би.
Реально? Да. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Где он там дурью мается? Тихо. Не копайтесь, Твою мистер дивизию Би. этому придурку досталось не Ангелы не время. ждут капуш. Подсунулся. Чертов Карлсон прикрыл свою хозяйку. Так, огнемет. И вот здесь пулемет. Быстрее, мистер Би! Да-да-да-да. Ангелы ждут наших Осторожно. поцелуев. Они своими спорами наверняка привлекут мутантов. Где придешь? Тихо-тихо-тихо. Пчелы, пчелы. Да ты зарядись свой хиротиной линии. Что ты будешь? А может, взрывными фигнячим? Копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуш. Нахрен. Здорово. Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют. Пора идти, мистер Би! Что, все, что Живи, ли? мистер Би! Нельзя терять время! Жуть. Последняя атака осталась. Так, что мне потребуется? Быстрее, мистер Би! Да-да-да-да-да-да. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Хоть бы Еву подкидывали куда-нибудь. Что за безобразие? Открывай. Плохой Мишка, уйди от нас. Не надо там махать Быстрее, граблями. быстрее, мистер Бабус! Не гипнотизируй меня. Восторг напоминает. Всем нам нужно оплачивать счета. Жизнь у нас комендантский час, чтобы добыть еще немного оправдываться. На помощь! Помогите! Ему больно! Быстрее, мистер Би! Вот зараза, он жрет Еву, а. Ждут наших поцелуев. Вот он жрет Еву. Давай, давай, открывай. Черт. Да я про то же Не самое. копайтесь, мистер Би! Хоть бы магазин стоял Ангелы где. не ждут капуш. Все, вот это уже взломал. Ты взломал. Дальше здесь. Пора идти, мистер Би! Может, кого будет? Адам. Хиряга. Быстрее, мистер Би! Спасибо Я за вижу, первый. как ангелы танцуют на небе. Сдохни сам. Четыре мины. Не копайтесь, мистер Би! Ангелы не ждут капуш. Да уйди. Быстрее, быстрее, мистер Бабус! На, держи. На, держи. Там разберутся. Живее, споры привлекут мутантов. Чё вы? Мистер Би! Нельзя терять время! Пора идти, мистер Би! Блин! Мне ж не видно ни хера, мать твою, идти с твоими помощниками. Это делает меня не такой, как все. Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших. Тут разберутся без меня. Вот тут смотри.
Не та мину поставил. Быстрее, мистер Бабблс! Чё, все что ли? Славлю тебе. Так, теперь что мне надо? Электрогель. Пора идти, мистер Би! Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Папаша! Успокойся. Не сопротивляйся. Все. Тут дом. Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Не копайтесь, Лучше мистер с Би! тобой, чем в одиночестве, Ангелы не ждут одни ловушек. в пугающей темноте. Ну вот, теперь можно спокойно полазить. Сейчас доведем ее. Быстрее, Что мистер тут Би! уселся? Я вижу, Погодить как ангелы сел. танцуют на небе. Сидит из серии, кирпичи отбирал. Давайте немного отдохнешь. Пора идти, мистер Би! Осторожней! Быстрее, Не быстрее, понял. мистер Это Бабблс! что, ад? Он сам. Да нет, вроде у ней все нормально. Блин. Ай! Не копайтесь, мистер Би! Довольно для тупых Ангелы не работяг и ждут бумажных крыс, но мне нужно больше. Больше! Хочу взять столько, насколько меня хватит. Фонтен, я напихаю в твою жопу столько пчел. Насколько... Че надо? Фонтейн уже рядом. Ты почти у цели. Я еще не готов. Так, погоди. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Погодь. О, другая вылезла. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь Адам у Фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. На! Возьми и воткни это в плохого дядю! Ух, воткнем мы ему. Фонтейн ждет наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Не-не-не, я не уверен. Я еще не уверен. Я хочу тут немного... Так, аптека. Че было? Аптека. Противопехотные. Так, ну мы его будем фигачить... Ну что такое? Напалмом. Электричеством. Медведем. 4. Сколочные гранаты. А ты со мной не полетишь. О! Последний комментарий. После. Не сисясь. Слушай, а где свободно Ева валялась? Не помню. Мне как раз, у тебя два... Ух ты, как экономно, не говорю, как экономно получилось. 3 порции надо. Взрывающаяся картечь. Пехотный. Да не, это не использовать не буду. Это распылитель. Распылитель плазмиды. Пчелы пусть его отвлекают. Первая атака будет огненная у него. Можно электричеством пощекотать. Вторая атака будет ледяная. Тоже электричество пройдет. Третья атака у него как раз электрическая будет швыряться этими шаровыми молниями. Там его огнем можно помочь. Понятно все. Так, но мне все равно Ева нужна. Слышь? Ищи давай, свободно валяющийся Еву. Тау! Вот как раз пригодился медвежатник 2. Вот он для чего нужен был. Обалдеть. Так, во время второй атаки
Там нужно будет отключить сигнализацию. Точно, 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 точно. Да погоди, тащи его вниз. На, держи. На, держи, на, держи. Не двигаться. Его. Херел. Блин. Это не смешно с вашей стороны. Так, мне тут через огонь прыгать, да? Огонь вода нет. Да что? Да что? Ай, да больно! Я рычу! Так, а ну посмотри в его каморке. Сейчас вот аптека. А что-то должно быть, тихо. Да, ну слушайте, дефицит, конечно, с Евой могли бы раскидать где-нибудь. Чисто на своем запасе пробежался. Грязно на своем, да, грязно на своем запасе. А вон тебе Ева. Ну это в конце всего этого безобразия. Мину отдаем. Мину отдаем. Что ты? Что там есть? Гранатомет встрял в текстуру. Обычный, ясно все. Так, где-то в начале уровня, по-моему, Ева еще валялась. Ну и остальное прикольно. Конечно, понимаю, тут дофига денег. Хорошо, что их трель на себя отвлекала. Да! Стукни еще раз. Спасибо, не надо. Блин, далеко я ее кинул, надо было сюда ставить. Ну ладно, черт. Может, что-нибудь подается. Так, Я думал, тут внизу у меня будет все хорошо. Райан, сукин ты сын, когда же моя очередь? Я передам ему. Так, а этих я проверял, да? Да, у них только деньги остались. Ладно, погнали туда на начало. Эндрю Райан напоминает нам, мы все делаем свой А его не выбор, плутать? и под конец выбор делает на сцене, кто мы есть. Погоди, где-то тут аптека была. Вон вижу. Чтобы они тут не лечились, собаки дома. Максимум. Да, ну что ты делаешь? Ну прекращай. Ну нахрена ты тащил? Туда идти, катазан. Блин. Хотел присоединить, потащил первый. Харе дует. Надя. Ну, дефицит, баранки гну. Молодцы, да вообще красота. Обязательно одной детали не хватает. Где, на, держи, на, подойди. Да ты посмотри, ты издевайся. Ну куда ты ускакала-то, паскуда? Блин, безобразное поведение. Не стенай. На. Сожрал конфетку, будь здоров. Я возвращаюсь. Убить скотину.
Чё ни у кого не... О, надо ж, труп с Евой лежал. Вот туда тюди. Даже так. Что за автозломщиков не хватает? Ладно, пошли сюда. Да ну... А ну там посмотри. У нас тут щипанная ворона. Ну давай же, юноша. Где же ваши глаза? Сейчас ты узнаешь, где мои глаза. Иди, иди. Там мои глаза. Расстрел у стенки. Всеми видами. Тебя тоже беспокоила потенция? Все. Теперь его делают мягким. Жесть. Все. Отмучился надо. Эх ты ж. О! Спасибо. Тау! Так. Так, тихо. Во. Так, еще одну. Да, по-моему, все. Давай купим просто-напросто сидела. А конвертер? Там сконвертируем. Рядом с лифтом. Сейчас, да, тут разберемся быстро. Что ты такой грустный, Фрэнк? Да вот лысеешь. Да вот гриб отрастил не на том месте. Ты же знаешь, проблема не в твоих волосах, а в твоих. Я не хочу связываться с этими Ладно тебе. видами. Чё, Мой не друг говорит, что достигай это её? небезопасно. Ты мне не нравишься. Не, ну пусть веселится камера. Пусть живет, пусть убивает. Давай. Приходи в горизонты генетики и попробуй новую гриву. Новая грива не только даст тебе целую копну густых волос, она еще и 100% безопасна. Целая копна волос? Ага. И 100% безопасна? Бегу за новой гривой. А я вот так вот. А, у меня ж скидок нет, ну хрен с ним. Все. Сейчас мы кошелек пополним. Остатками роскоши.
Ай, 4 бакса. И деньги. Все, тихо. Валим отсюда. Ой, ну их надо. Уйди от меня. Все, занимаемся крафтом. И идем наказывать фантом. Слушай, а тут нельзя сократить, а? Что, игра, ты меня не пускаешь, что ли? Я хочу спрыгнуть. Ну ладно, пап. Блин, реально? Слушайте, меня игра не пускает тут. Он бегает по перилам, но только не спрыгивает. Не схитрить. Вот так вот. Да. Иди, давай, иди. Тебя там ждут. Я не туда пошел. Не хочу Еву так. А ты... А, тут перепрыгнул. Я думал, тут не хочет перепрыгивать. Ой, давайте вы без меня тут разберетесь. Сволочь! Вот это ты зря сделал, паскудная. Из-за тебя потратил Еву. Вот же корова, да не говори. Распрыгнулась. У кого кофе есть? Надежно. Твою мать. Твою мать. Нахрен ты ее трогал? Дайте шоколада, кофе, что ли. Блин, все с деньгами. Все тузы. Черт, это что? Это аптека. Дай-ка смотри. Ладно, пошли. Дрянь. Это скучно. Восторг вспоминаешь? Всем нам нужно оплачивать счета, и искушение нарушить комендантский час, чтобы добыть еще немного этого, простите. Но само нарушение, соблюдайте правила. Вот тут шоколадки было не жрать. А ты все сожрал. Как раз и дофигища было. Ты незаметно? Нет, не заметно. Да уйдешь ты там. Аптека. С вашим музеем. Одни деньжища валяются. Хоть бы кто с чашечкой кофе был. Вкусно. Хрен увидишь, слушай, темнота стоит. Туман. Да. Блин, ну он жрет Еву, конечно, он же зараза.
Да чтоб вас. Ну, паскуды. Меня обижать. Так, в общем, пленку мы зафиксировали, да? Да, пленку мы зафиксировали. Паразиты ненавидят 3 вещи. Свободный рынок, свободную... Да ладно, хрен с ним. Давай конвертируй мне электрогель. Блин. Могли бы уже взломанные здесь поставить непременно. Да что за хренотень, ты погляди. Одна единственная неповторимая, что ли? И все, а нет, все состыковано. На, держи. Все, что ли? Ладно, а можно с собой взять? Блин. Сбоку изоленты прикрепить. Больше ничего мне надо, больше ничего. Напал. Ну, жидкий азот. Пока электрическая сила. Чё вы? За взлом мне ж подняли за взлом. Все. Так, ну и все. Погоди, все. А как насчет теплонаводящих? 5 снарядов. Черт, из одного... Да хватит тебе 5 снарядов. А вот возьмет и не хватит. Игорь возьмет и не хватит. Да ладно, черт. Надеюсь, хватит. Все, пошли. Бери. Погоди, ты что у меня? А взрываешься как свеч. Из тебя достаточно. Бронебойные. Да не надо их. 116. Не, ну да, я комплектую-то. Еще? О! Блин. На, сядь, пожарный. Все, идем. Пчелы. Электричество. Ну, идем воткнем в плохого дядю. Гарпун. Китобойный. Отцепи. Вот. Помню, как мы с немкой запихнули тебя в подлодку. Тебе года 2 было. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь — это не только бизнес. А также полножопа пчел. Готовься! Ой, я вас умоляю, мы сейчас по-быстрому. Здоров, привет, и разбежались, да? Как жизнь? Судя по губам, он не кричал, он томаты крыл. Давай сюда, недоумок. Не дергайся. Перезарядка. Минутку. А потом я тебя на наживку порежу. Медленно перезаряжает раскулитель. Лишние движения. Почему Думаешь, я один в этом мире? похлопывание? У меня хватит громил, чтобы прикрыть спину, пока я подзаряжаюсь. Ты промазал. Замер. Уйди, не приближайся. Сейчас разбешусь, а потом я тебя закопаю. Не надо. Так, сейчас его прибежники будут. Вали. Давай сюда, недоумок.
Чё это он тут оказался быстро? Я тебя создал. Я отправил тебя наверх. Потом вернул тебя, показал тебе, кто ты есть и на что ты способен. Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я ее сочинил и вложил тебе в голову. Но если ты мне скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое. А теперь репортаж с сестрой на шее. Давай, давай! Злой дядя забрал моего ангела. Злой дядя ушел. Ваше интервью было последним. Школа Тиненбаум. Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. Жить. И что ты получил в награду? Ты так и не сказал? Но я догадываюсь, ты обрел семью. Вот так вот. Игра BioShock Remastered нами пройдена. Так, комментарий остался. Этот комментарий я запущу после титров. Благодарю всех тех, кто просматривал данное прохождение. С вами был Алексон. Всего вам доброго.
The illusion of choice is a thinly veiled dynamic that drives many single-player gaming experiences. And while many developers spend a lot of time trying to convince players that choice is real and authentic in their games, the truth more often is that choice is a superficial concept in gaming narrative. BioShock confronted this idea head-on, searing into our minds a innocuous 3-word phrase with an unforgettable new meaning. Would you kindly? Of course, one of the most memorable moments in the game is the "would you kindly" phrase and the reveal of how that's been motivating the player throughout the entire game. It's still, to me, one of the most classic kind of narrative moments in games in the past decade. What's interesting about that phrase is that it didn't always start like that. Can you tell us sort of about the evolution of sort of the the conditioning of the player? And there was once Excelsior was the phrase once. Yeah, this is. I'm trying to recall some of this. So we had the idea, because we had the Andrew Ryan scene very early, and we knew sort of all the events that would happen. There were phrases before there was "would you kindly." The notion existed and what it meant and what it was, but we didn't actually have the phrase "would you kindly" until later. So we had a bunch of terms we threw in there. And like Excelsior was it for one point. That's probably comes from my Stan Lee fanboyism. Was that like so throughout the game? It would have been like Excelsior. Just randomly There are some things when you're making games you just sort of throw in as like, we need Sounds something. cool in We the need context. Why don't you something head here. over there, Excelsior? And then it sits there Yeah. for a year. Right. And then all of a sudden you kind of forget it's not good, right? And then until somebody comes along and says, dude. Seriously? Yeah. What's Or you meant it Excelsior? to be like a stub in. You never Right. meant it Yeah. to actually gain traction, and then you're like, oh crap. But that sense of some phrase or word being repeated throughout the game that you wouldn't really realize its meaning Yes. Until later, that was there very early on. Yes, yeah. And the fact that you would have something that seemed like a non-thing and then came back at you like a freight train later on it was there from pretty early. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run! Stop! Turn. A man chooses. A slave obeys. So that phrase evolved, but talk about that, the sort of meta-narrative of, being in a game, thinking that you have a sense of choice and making these decisions, but then obviously realizing that the player ultimately didn't have choice or was conditioned in a way that they would react to that. That was, sort of a new idea for a game. Where did that come from on your side, Ken? I mean, was there sort of a deeper sort of, meaning behind it? No, look, I think I was always interested in the concept, whether it's, Oedipus, not to get too pointy-headed here, but Oedipus sort of thinking he has, I'm going to leave, this city and go to another city because there's been this prophecy about me and I'm going to avoid my fate and I'm in complete control, and then finding out he's not in control at all, to the Manchurian Candidate, which is a story I love about, somebody who you find out is just a puppet, living a life of a man, and Fight Club. I always love those kind of stories about who am I and what is my agency in this world, because look, we struggle. I think everybody struggles that. How much we really have control over, and how much is our boss or parents or whatever telling us what to do. So that seemed like a natural thing for a story, and because it came from movies, that idea a lot, and plays. Yeah. I don't think it was very. There was a lot of. It hadn't been explored in games really, and games are particularly interesting because you feel like you are interacting with choice, yeah. And you're really being, most games, especially at the time, you're really just being railroaded down a corridor. It's very easy to underestimate gamers, and I think probably I did a little of my own underestimation there, that it would be a little too pointy-headed for people, but people seem to really engage, because it spoke to an experience they had, a struggle as a gamer they've always had, which is like, I want to control, but how much control do I really have in this game? Uh-huh. True. And Sean, I mean, it was also something that, was a great surprise when you played through the game. And I'm sure even for people on the team, did everyone know that when Ken was sort of doing it, or it was revealed as people played through it? I think, at some point the entire team knew. It wasn't, it was something that was talked about with a smaller group before
it was bought to the entire team. Early on, when you heard the idea and you just kind of clicks, right? You're like, okay, like I totally get this. Did like, people get it? I seem to remember people looking at me like I was like a lunatic. Maybe That not scene the goes on specifics, and forever. maybe it's the Excelsior, or maybe you're talking about the Excelsior time, yeah. but the idea that you don't really have choice, and exactly like you said, you played through how many video games, and everybody's game is going to end the same way. You're going to kill these people, you're going to pass through these checkpoints, and you think you have a choice, but ultimately the only real choice is stop playing the game. So the idea that we're kind of like taking that on resonated. Now the actual, like, is it Excelsior, or is it the Latin phrase I forgot, or if it's would you kindly? See, here's how I remember it, and I could be, I could be wrong. Yeah. I can remember being so surprised by the outside reaction, because I remember the internal reaction being completely nobody connected or engaged to it. I mean, we worked on it. Yeah. And so I was kind of surprised by the outside reaction, because I kind of thought it was like, as I said, it's a bit academic, right? Yeah. And it could also be a function of We're playing it close to the vest. I could be misremembering it, or it could also just be a function of nobody making the game had the experience of playing it through and getting to that moment. Yeah, that's what I mean. Like, it was you're- revealed to them in advance of really playing it, so Yeah. it wasn't that surprise. Yeah, they had seen it in all its really half-assed, development stages on the way. out of order. Yeah, out of order and all that. And it's not really something you can play test over an afternoon, because it takes a little while to get to that point. You need to lack the knowledge about Yeah. what the game is to be able to sort of have that experience all the way through. I know you guys have talked about the idea of Atlas, the voice actor changing, and it was, I guess, very important that you nailed that actor, right? And you trusted that actor until there was sort of the Fontaine reveal and sort of understanding that. Yes, trust was everything there, right? And so there was something about either the actor or the writing or the accent that just people immediately said, this guy's no good. Right. When the first Atlas we had, because you have to trust this guy, and if you don't, there's no trust. There's no punch in the gut. I think we've really focused on making him have personal stakes in the story as well. That he had his family trapped. Even, of course, it was all fiction, right? But he had skin in the game. He sort of spoke to you as a friend, and especially because the whole world was so hostile to you. I think it took a while to get that exactly right. Listen, I've got a family. I need to get them out of here. But the splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Sean, what do you hope is the kind of lasting legacy of BioShock? 10 years hence, a lot of things you guys were doing, have sort of become common now, right? With upgrades and moral choices in games and whatnot. But it was really pioneering work a decade ago. When you reflect on it, what do you hope people remember the game for sort of pushing forward? For me, it's telling a story with the medium, and how we used everything available to us to tell that story. We used the environment to set up the backstory of Rapture and really create a sense of space, which I think is vitally important to getting the players to trust that, to sit down and kind of like just be in the space and let these things happen. Even the radio logs, the rudimentary animation that we had at the time. I mean, we really sat down with the tools that we had and at our disposal and tried to tell a meaningful story. Maybe not meaningful, but something that would be memorable to people that they could take away and, like you said earlier, have that water cooler moment where they're excited enough to talk about it after they put the controller down. So for me, I think the legacy is that it was a story well told. For me, it was a sense of place, being like the Rapture's a real thing, even though it's not. It's actually a very crude, from the time, a relatively crude bunch of polygons and texture maps. It's only, the original game is only in 720, I think. And I played a lot of it when we were testing it on a 14-inch, SD television. That it still felt like a sense of place in the music and the characters, that it's a real place. And I think that my memories of the BioShock games was that I take away that Rapture's a real place and Elizabeth's a real person. Those are the two sort of big things that stick with me with those two games. And that's sort of what I'll always, carry forward with me in my life. BioShock is, it's a place, but as we saw with Infinite, I mean, it's an idea, and it's a sort of a type of game. I think a lot of people say, oh, this is a type of experience. When you think about, your career, where you guys want to go, I mean, that idea of those types of games,
do you miss it now that you've sort of moved on to other things now, or do you feel like it's sort of, you've closed that chapter? I mean, it's always a part of what you do. Like, System Shock 2 was a part of BioShock. But it wasn't System Shock 2. It was you're growing past that and trying out new things. I think BioShock and BioShock Infinite, and even going back to SWAT 4, those will always be a part of my experience as a game developer and what we're trying to do with the medium. So I don't think it's something that you just draw a line and say, we'll never return, because there's always lessons that you can learn and things that you bring with you to the next project that you're working on. Yeah. I don't think the new game is going to, people are not going to be surprised that this game is new games from us. They're going to see a lot of what we had done before in terms of world building and aspects of storytelling. The goal is to sort of, move away from the you really have no choice kind of thing, and that's a very, 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 very hard problem, which we spent years working on. But we're building upon a foundation of stuff we've done before, just trying to go in a different direction with it. But it's always going to be part of our DNA. City where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well.